В середине лета 2020 года собачка с огромными ранами в области шеи забилась под балконами первых этажей многоквартирного дома. Однако, жители закрывали окна и пытались не замечать ее, вместо того, чтобы помочь. Прошло несколько дней, раны начали гнить. На запах слетелись мухи, и огромное количество опарышей заполнило подкожное пространство собачки. Запах от нее был настолько сильным, что находиться рядом было очень трудно. Несмотря на это, безразличие людей не прекращалось, так никто и не решился оказать собачке какую-либо помощь. Только девушка, проходившая мимо, обратила внимание на ужасный запах. В поисках его источника она обнаружила маленькую, очень слабую собачку. Когда мы приехали за Ото, наши волонтеры были шокированы. Подняв и взяв собачку на руки, из ран огромными гроздями посыпались черви. Зрелище было не для слабонервных. Точной причины возникновения таких серьезных ран мы не знаем, но возникло предположение, что на Ото напали беспризорные собаки. Экстренно отправившись с места происшествия в ветеринарную клинику, нам сообщили, что у Хвостика высокая интоксикация и, возможно, она не выживет. Началась бесконечная череда капельниц, обработок и инъекций. Борьба с опарышами затянулась на неделю, почти каждый раз при обработке мы вытаскивали, как казалось, немыслимое множество. Но с каждым днем Ото становилось все легче. Температура пришла в норму, девочка смогла уверенно стоять на 4 лапках и даже начала самостоятельно кушать. Мелкими шажочками мы шли в направлении долгой, счастливой жизни. И вот, наступило долгожданное выздоровление. Спустя пару месяцев Ото чувствовала себя прекрасно. Как же мы были счастливы, что одно доброе сердце все-таки смогло найти собаку и подарить ей возможность жить дальше. 2 года назад к нам в приют на экскурсию приехала девушка. Прогуливаясь по нашим улочкам, она заметила очень позитивную собачку. Ведь Ото всегда выходила из своей будочки и виляла хвостиком, когда рядом появлялся человек. Чем и затмила буквально всех. Собачка застенчиво смотрела на девушку и, казалось, улыбалась. Выслушав все то, что Ото пережила до поступления к нам в приют, слез сдержать было невозможно. Собачка, растерявшись от этой реакции, металась между нами, не понимая, кого утешать первого. С тех пор эта женщина постоянно навещала Ото. Они вместе гуляли и проводили время. Спустя некоторое время, по выходным, она стала забирать ее домой, чтобы постепенно адаптировать возрастную собачку к новой домашней жизни. В мае 2023 года милая женщина решила оставить собачку в своем доме насовсем, приехав в приют, чтобы подписать для этого все необходимые документы. Мы были так рады за нашу булочку, что эти эмоции было не передать словами. Бедная собачка столько всего испытала, что точно заслуживала домашнее счастье. Это была самая сногсшибательная новость. Сегодня, друзья, мы спешим поделиться с вами свежим домашним приветиком от выпускницы Були, которую в приюте мы звали Ото. Эта милая, уже довольно немолодая собачка больше 2 лет живет в своем доме вместе с мамой. Хвостику очень повезло с хозяйкой. Мама Були души не чает в своей доченьке и окружила ее такой лаской и любовью, о которой можно только мечтать. Хвостик живет дома вместе с котиком, и любви мамочки хватает на них двоих. Вот, что рассказала нам эта милая женщина: у нас все хорошо. Потеплело, гуляем с Булей долго, ей нравится. Аппетит у нее хороший, настроение тоже. Ну, что тут еще можно добавить? Только порадоваться за нашу выпускницу и пожелать ей и членам ее семьи здоровья и радости на долгие годы.